Всем привет! Продолжаем изучать Laravel, а именно поговорим еще про ноги ко многим. То есть в этом шаблоне, которым я сейчас подготовил, будет под описанием видео. Что сегодня сделаем? Вот получается, у меня есть рейтинг. Тут выведены предметы, а также студенты, которые, дают эти предметы. И вот здесь вот попробуем поставить им оценки. Я покажу, как это сделать. Многие ко многим уже было в прошлом уроке. Вы можете посмотреть, как это реализовывается. Так, если вы еще не сделали миграцию, то есть вы выкачали этот шаблон, то для начала вот надо открыть саму миграцию. Мы здесь вот добавим table, string, рейтинг, default, пусть будет 0. Так. Но если вы уже сделали эту миграцию, чтобы не тратить времени, можно просто вот перейти в PHP-MyAdmin, вашей базы данных, также вот это вот student subject, и давайте вот тут вот создадим после будет subject ID, добавим сюда рейтинг, далее пусть будет varchar, там 191, как определено, 0. Все. Все, вот оно добавилось. То есть получается по дефолту всем присвоили 0 пока еще. Так, далее. Далее надо перейти в проекте в моделях. Сначала, давайте в Students. Добавим сюда, вот пишем with pivot. Таким образом прописывается. Вот эти вот поля, чтобы их можно было достать, там присвоить, вывести. И сюда вот пишем рейтинг. Точно так же, чтобы было, добавим и в этом subject. Так, далее. Далее давайте выведем нули вот сюда вот. Для этого переходим. У меня тут есть рейтинг, индекс, rate. Это у нас оно прописано. Вот оно. From контроллере. Это у нас рейтинг. Так. Здесь вот это вот. Тут получается, вообще так не по Laravel, а в общем, вот как в таблицах, вот получается в TD вот тут вот у нас форма
не описаны поля. И вот тут вот при нажатии на эту кнопку, чтобы срабатывала форма. Здесь, получается, я указал ID. И тут вот, чтобы оно было уникальным, вот здесь вот я пишу нижнее подчеркивание, subject ID, и рядом еще ставлю student ID. Оно получится так одинаковым. И также вот здесь вот, чтобы сработал submit, вот пишем к относящимся элементам, в данном случае это кнопочка submit. И тут вот прописываем form и как назван ID. Это можно посмотреть. Вот оно у меня получается. Назван ID-шник формы. И также вот тут вот форм, рейтинг форм 14 тоже. Так, выводим нули. И тут вот рейтинг. Вот оно. Далее пишем value. Далее. Так. Далее. Будет student. Так. Далее pivot. Далее достаем рейтинг. Так. Обновляем. Вот оно у меня вывело нули. Так, далее. Ставим оценку. К примеру. У меня там стоит DD request all. Так, вот оно у меня получило. То есть нам надо еще передавать. Там было много полей, там 3 штуки. Одни из них это Student ID и Subject ID. Это для того, чтобы можно было из базы достать вот эту вот одну запись в many-to-many таблицы. Далее переходим в контроллер. Переходим. Тут мы воспользуемся DB. Для начала надо подключить ее, DB. DB. Сюда указываем название нашей таблицы. В данном случае у меня такое. Так. Сюда я указываю Student ID. Далее Subject ID. Далее вызываем метод update, то есть обновить, и рейтинг. Так, и далее вот сюда вот пишем рейтинг. Так, и сделаем redirect. Там redirect на предыдущий road. Можно не писать там именно там какое название road,
Можно просто вот написать back. Это оно вернется на предыдущий URL. Так, вроде все правильно. Так. Теперь попробуем. Обновляем. Ну, вот оно у меня поставило. Так. Тут еще 12. Да. Ну, в общем-то и все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!